Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Как всегда, обсуждаем новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях на прямой связи из Баку директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Резван, здравствуйте! Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Гея. Приветствую вас, мои дорогие наши уважаемые зрители. 26 февраля в Азербайджане – День памяти жертв хаджалинской трагедии. 33 года назад армянские националисты захватили город Хаджалы в Карабахе и устроили там этническую резню, в результате которой погибло 613 человек, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. 1300, почти 1300 человек было взято в плен, а своих домов лишились и были вынуждены покинуть Хаджалы и Карабах почти 5500 азербайджанцев. Сейчас, после того, как полностью была восстановлена территориальная целостность Азербайджана, Карабах восстанавливается, идет строительство, в том числе и в городе Хаджалы. И вот с того времени, как с 23 года была восстановлена территориальная целостность, в окрестностях Хаджалы нашли несколько новых захоронений, общих могил, видимо, жертв тех страшных событий. На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Карабах и освобожденные районы, в том числе город Хаджалы, и посмотрел на результаты восстановления городов и сел. Кроме того, было принято решение о том, что в Хаджалах будет построен мемориал в честь тех трагических событий. Резван, пожалуйста, поговорим о том, как сейчас идет восстановление, какие планы на этот год и как вы оцениваете вот такой шаг, как поставить мемориал жертвам тех событий. Прошу вас. Спасибо, что именно уделили внимание. Действительно, это и трагедия, и это одно из событий, которое повлияло на формирование азербайджанской нации как политической нации, именно ее политической идентичности в борьбе за независимость. К сожалению, путь Азербайджана к независимости был намного более тернистый и окроплен, каждая страница окроплена кровью. Я даже помню, был молодым, все время возмущался, почему же, в отличие от большинства бывших союзных республик, так тяжело, ценой такой большой крови, потерь, да, удается Азербайджану обрести и удержать свою независимость. Но сейчас, спустя 30 с лишним лет, а точнее, если мы берем уже почти 34 года с того момента, как распался СССР, я понимаю, что тот опыт, кровавый, трагический опыт, но он сейчас именно бесценен. И сейчас видно, что в основном те страны постсоветского пространства, которые получили независимость или им ее подарили, ну, я не называю имена или названия стран, сейчас они испытывают огромные проблемы и фактически частично переживают то, что Азербайджан пережил 30 с лишним лет назад. То разочарование, агрессия, кровопролитие. Но сейчас, буквально вот я утром был на мероприятии, где представитель профильных министерств по трудоустройству, он рассказывал о том, какие работы проделаны в Ходжалы, так что я могу сослаться на его информацию, что, естественно, это приоритет. Мы понимаем, что для Азербайджана восстановление Ходжалы и не только восстановление, а возвращение и обеспечение работы всех ходжалинцев является приоритетом. И вот по высказанным официальной информации уже свыше 800 человек вернулось в Ходжалы, и рядом есть тоже село, которое подверглось геноциду Балыча. Туда тоже 80 с лишним семей вернулось. И что самое главное, уже построены небольшие предприятия, то есть и согласно информации, свыше 400 ходжалинцев уже обеспечены работой, да, то есть на этих предприятиях, текстильные и другого рода, а остальным предоставлено, поскольку этот регион был животноводческим, то за счет государства и за счет субсидий им предоставлена возможность заниматься сельским хозяйством, животноводчеством, да, что у них и было. Поэтому это одна часть, то есть стратегическая цель возвращения населения, обеспечения его.
И, естественно, чтобы эти люди, пережившие огромный стресс, это же ведь дети те, кто на руках своих родителей, кто выжил, кто видел, как убивали их родителей. Ведь в Ходжалы огромное количество детей потеряло родителей, много семей вообще стерто с лица земли. И поэтому, учитывая все вот это, да, к сожалению, учитывая этот фактор, Азербайджан, естественно, старается так, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы не давлела над ними вот эта трагедия. Но, естественно, наверное, все понимают, что забыть это Азербайджан не сможет. Это событие во многом и стало большим уроком и для нас, что если ты не можешь обеспечить, защитить свою независимость, то, к сожалению, становишься предметом вот таких трагедий. В Ходжалы, насколько я знаю, кроме восстановления города, прекрасные парки, все будет делаться. Я бывал недавно там в рамках философии, в том числе зеленой энергетики, да, возобновляемой энергетики и так далее. Но и, естественно, если не ошибаюсь, будет мемориал тоже воздвигнут в честь, в память о ходжалинской геноциде. Я надеюсь, что этот мемориал он будет не только напоминать нам, но позволит прочувствовать всем, кто его увидит или прибудет в Ходжалы, без разницы, какой национальности, вероубеждения, вероисповедания. Этот символ должен показывать, что к чему приводит мое личное мнение, к чему приводит трагедии, когда люди теряют свое лицо, да, то есть теряют базовые характеристики, которые нас отличают вроде бы от животных. Но, как это ни странно, мы часто убеждаемся в том, что даже у животных есть какие-то пределы, границы, хотя у них вроде морали нет, да, как говорят. Поэтому я считаю, что все это комплексно должно напоминать и в перспективе, конечно же, не дать, не позволить, чтобы подобные преступления против человечности повторялись. Спасибо большое. Ну, Ги, мы до 23 года Азербайджан вел очень такую развернутую большую кампанию «Справедливость Ходжалам», и мы в том числе ее освещали. Ну, как вам кажется, вот сейчас справедливость Ходжалам добился Азербайджан? Ну, вы знаете, для Азербайджана понятно, что это трагедия, которая была расследована, которой многие ее нюансы, да, вот эти и те эпизоды, на которые были, давно известны. Сказать, что вот она, что справедливость восторжествовала в полной мере, нет, на мой взгляд, потому что все-таки при всем том, что Азербайджан действительно очень много делал для того, чтобы рассказать о том, что произошло, все-таки сказать, что ну, вот, донесли эту правду вот, в полной мере, конечно, нет. Здесь надо быть откровенными. Вот, я давно, да, там, в силу своей работы, я побывал и на месте, где вот те беженцы, которые с Ходжалы уходили, подверглись обстрелу, и просто мирные люди, которые пострадали, там и многие погибли. Вот. То есть я почти по всему вот этому пути от Ходжалы, я, собственно, был в Ходжалах этой осенью прошедшего года. Вот, тоже видел, как восстановительные работы идут и так далее. Ну и вот этот путь, который и восстановленную вот эту картину, как что происходило, и из тех источников, которые были написаны, и из документальных различных источников, в общем, известно. Вот. Трагедия это очень, ну, это действительно не только в рамках там Южного Кавказа, это огромная трагедия, которая произошла, и по количеству жертв и той циничности, с которой это было сделано, конечно, это ну, мирового масштаба на самом деле происшествие. Вот. И как любое военное преступление, да, которое, когда подверглись вот такой резне, уничтожению сотни людей мирных, оно требует, конечно, и соответствующей реакции международной. Вот. К сожалению, мы видим, что
там трагедия иногда там 3-4 человек, но в странах, которые имеют возможность, да, об этом громко говорить через свои сетевые информационные агентства и так далее, становится более важным, чем там, не знаю, резня, где погибли миллионы. Да, мы знаем такие примеры, как, допустим, да, там, резня в Руанде, да, где миллионы погибли, и они, в общем, ну, поговорили и забыли. Вот. Здесь, мне кажется, что здесь как раз вот эта международная кооперация, когда страны, которые лишены возможности, ну просто технических даже возможностей доносить свою правду, должны просто объединяться и делать это. Это предмет международного сотрудничества, да, в который заинтересованы абсолютно все стороны. Вот. А что касается там восстановительных работ, ну, так же, как и во всех остальных районах, где я побывал, действительно идет невероятное восстановление. Уже когда я был осенью прошлого года, вот все дороги практически были готовы. Причем можно было и со стороны Агдамского района заезжать, можно было со стороны Физули там, и так далее. Ну, то есть такая уже довольно разветвленная, надо сказать. То есть ты уже мог выбирать там, ну, в Шушу поехать через, да, там, по одной дороге или по другой объездной, там еще одна существует, которая старая дорога, вот, электроэнергия, вот, все восстановительные работы, уже готовые здания, многие. Действительно постепенно возвращается жизнь в этот регион, а соответственно, конечно, и есть возможность и занять людей, и то, чтобы они работали, и налаживали нормальную жизнь. Не просто, знаете, привезти, там, выкинуть и отчитаться, что вот люди теперь вернулись. Нет, там действительно идет абсолютно такая системная работа по возвращению людей. Вот. И я, вот, побывав тоже несколько раз уже в этих регионах и видя, как это все делается, и все это подчинено единому плану, абсолютно понятно, что через несколько лет это будет очень развитый, очень, я думаю, что достаточно населенный уже к тому моменту. Вот. Хотя мешают, ну мы об этом говорили, мешают восстановлению мины прежде всего, да, вообще объем тех работ, которые надо делать, когда с нуля все приходится начинать, да, все, водоснабжение, там, резервуары, электроэнергия, дороги и так далее, и так далее. Все это буквально как в пустыню пришли люди, и все нам приходится восстанавливать. Но то, как это делается, я думаю, что это дело буквально, ну, когда уже явственно будет видно, что мирная жизнь окончательно пришла. Хотя это и сейчас видно, но через пару лет это будет действительно уже цветущий край, на мой взгляд, абсолютно. Ну вот на этой неделе пришла информация, что планируется в Агдамский район за год переселить до 20 тысяч человек, то есть вернуться. И этому будет способствовать в том числе, вот как Гей уже отметил, то, что в Агдаме создана свободная экономическая зона, то, что восстанавливаются села, и у людей будет работа. Вот, Резван, расскажите, какие сейчас вообще планы, то есть идет ли вот это восстановление, переселение людей по тому плану, который был задуман, или какие-то сроки, может быть, опережаются, или наоборот задерживаются, и вообще чего ждут власти от этого года, к чему мы придем к концу года в Карабахе? Да, спасибо за вопрос. И действительно, Гея подробно описал. Одна из самых главных проблем – это минная проблема. Буквально на днях опять, казалось бы, там, где не ожидали, в Агдамском направлении, опять попали люди на мины, военные попали, гражданские. Да, и поэтому те планы, которые, или те сроки выполнения этих планов, которые ставятся, они обычно, вот, к сожалению, корректируются и затягиваются. В том числе по этой причине. Что касается Агдама, если не ошибаюсь, в нашем последнем с вами эфире я как-то философствовал о том, что Агдам станет одним из важнейших городов, и он даже тянет на некую новую альтернативную столицу Азербайджана, да, не только Карабаха, учитывая его географическое расположение и важность того, что отсюда чисто географически проходят и должны проходить все коммуникации, да, начиная от железных дорог, и здесь некий хаб, который соединяет равнинный Карабах с его горной частью. Далее отсюда удобно, естественно, обеспечивать связь
в направлении Гянджа, грузинская граница, в направлении на восток и север, то есть вплоть до Баку и затем на российскую границу. То есть вся инфраструктура, которая создается в Агдаме, она позволяет предполагать, что это будет и, естественно, промышленный центр. Здесь уже строится и определенная инновационная сетка есть, что здесь будет производиться, да. И, естественно, Агдам и его инфраструктура позволяет ему стать неким региональным, локальным промышленным хабом. Но для этого, как вы верно говорите, нужно, чтобы было обеспечено переселение, а Агдам и Агдамский район, он всегда был наиболее оживленным, одним из самых оживленных в Карабахе и в соседних регионах. Поэтому восстановление Агдама, возвращение сюда населения, я так считаю, мое личное мнение, оно покажет, что процесс возвращения и восстановления всего Карабаха, скажем так, прошел как минимум половину своего пути. То есть настолько важен Агдам в этих процессах. Да? В этом году, да, большое количество семей, обычно это происходит весной, летом, когда легче, да, обустраивать людей и решить какие-то проблемы, пока тепло. И, скорее всего, летом, весной-летом начнется такое большое масштабное частичное заселение Агдама. Но опять-таки в связи с тем, что в период оккупации больше всего мин было, в том числе в Агдаме, в его равнинной местности, да, учитывая это, поэтому азербайджанские власти не торопятся массово заселять людей, потому что, не дай бог, это может привести к трагедиям и для детей, для стариков, для женщин, да, и это может негативно повлиять на общий фон и умонастроения, согласитесь. Поэтому, чтобы этого не происходило, как мы видим, заселение идет этапно, поэтапно. В определенные точки заселяется население, обустраивается. Затем, если не происходит каких-то проблем, то уже модульно, скажем так, заселяются соседние точки. А не так, чтобы, как говорится, тотально, масштабно все это заселялось. И в этом контексте, я думаю, что к концу 2025 года преимущество Агдама в том, что он будет через себя соединять северную часть Карабаха, и его дорога имеет соединение вплоть, значит, это их Ходжалы, Ханкянди, Шуша, Лачин, то есть фактически до границы с Арменией. И вторая его логистика, как я сказал, от юга, от иранской границы, а точнее от города Физули, да, где тоже логистический хаб, где пройдет так называемый Срединный коридор, дорога, соединяющая Азербайджан с выходом на армянскую границу в перспективе, и вот тот самый Зангезурский путь с выходом на Нахчеван, Турция и так далее. Плюс недалеко от Баку к этой дороге подключается вот этот логистический, тот проект Север-Юг из России через территорию Азербайджана в Иран. То есть это будет не только дорога, которая обеспечит движение грузов и людей север-юг, но она сможет подключиться к общей сети дорог Азербайджана и, выходя как на Физулинском направлении, так и на Агдамском, где в обеих направлениях железной дороги, позволит, значит, дополнительные возможности даст не только Азербайджану, да, но и России и другим странам участвовать в проектах логистики, то есть использовать транзитные мощности Азербайджана. То есть все это важно, но, как вы верно отметили, маркером, я считаю, важным будет то, что Агдам станет уже промышленным центром, где жизнь кипит ключом. Ну, на это, наверное, надо будет несколько лет все-таки. Спасибо большое. Гея, вот мы, мне кажется, последние наши программы часто затрагиваем темы именно международных отношений вот со странами, и в том числе много с западными странами. А вот про Азербайджан, когда мы говорим в последнее время, мне кажется, мы говорим о том, как вот он сосредоточен на самом себе. То есть пока идет вот эта вот вся шумиха, так скажем, с Трампом, его идеями, как будто правительство Азербайджана, вот оно больше внутрь себя смотрит. Как вам? Я думаю, что оно смотрит и внутрь, и на запад, и на восток. Я абсолютно в этом убежден, потому что время, с одной стороны, возможностей, с другой стороны, вызовов.
Сейчас вот те изменения, которые происходят, та турбулентность, да, как принято говорить, политическая, она не дает, в общем, расслабиться никому. Наш регион очень непростой. И да, сейчас, судя по всему, американцы, исходя из того, что даже не назначен человек пока в Госдепе, который должен отвечать за это направление, в общем, они рассматривают, скорее всего, наш регион как регион, примыкающий к зоне интересов тех же США на Ближнем Востоке. Да? Это прежде всего Иран, там, Израиль, Палестина, там, Ливан и так далее. Но это ничего не значит. Нам все равно на этому, так же как России, так же как другим странам, точно так же и странам Южного Кавказа надо будет выстраивать отношения и с теми же Соединенными Штатами, и с Великобританией, и с другими, в общем, и с Западом, и с Евросоюзом, который вообще сейчас тоже в непонятной ситуации застыл, да, и как они будут выстраивать со своим главным не только союзником, да, США, прямо скажем, сюзереном, который до этого всегда диктовал, как и что им делать. И этот клинч сейчас, в который они вступили, да, особенно видимо, там новоизбранный канцлер Германии Мерц, который прямо пока он, правда, в США еще не ездил, сам не встречался, но, в общем, достаточно конфронтационно высказывается по этому поводу. И я вижу большие проблемы. Поэтому нет, конечно, Азербайджан, безусловно, так же, как Грузия и, наверное, и Армения, сейчас ищет свое место. И то, как будут выстраивать свои отношения в этом изменившемся мире. Насколько я знаю, там были попытки уже и того же правительства Азербайджана наладить отношения с командой Трампа. Какие-то первые встречи прошли, они пока абсолютно закрыты, какие-то контакты, видимо. Но я думаю, что работа будет идти серьезная. Конечно, ожидания, мне кажется, больше позитивные, допустим, у Азербайджана, потому что я рассказывал уже, когда я был на встрече в Шуше с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он прямо сказал, причем 2 раза это повторил, 2 раза ему задавали этот вопрос, что предпочтительней для Азербайджана, чтобы в кресло президента Соединенных Штатов Америки занял человеку, который придерживается традиционных ценностей и который больше склонен договариваться, чем воевать. Понятно, что, в общем, он имел в виду Трампа. Это случилось, и поэтому я думаю, что здесь как раз открываются возможности. Посмотрим, как новая администрация поведет себя по треку переговоров Азербайджан-Армения. В принципе, вроде сейчас они приветствуют те подвижки, которые там происходят. Но как будет на самом деле, надо будет посмотреть. К следующей теме переходим. В Азербайджане продолжается суд над военными преступниками, над армянскими сепаратистами, которые были арестованы после антитеррористической операции 23 года. И на прошлой неделе в обвинительном акте было объявлено, что в Первой и Второй Карабахских войнах Азербайджану был нанесен ущерб в более чем 100 миллиардов манатов. Поговорим о том, как сейчас обстоят дела с этим судебным процессом, какие новости и вообще, чего Азербайджан ожидает от этого суда. Резван, пожалуйста. Уже этот судебный процесс назвали Нюрнберг-2, то есть Нюрнбергский процесс 2, то есть давая понять важность для нас, для нашего региона. И это отсыл к тому, что пока не побежден, нету разницы в каком проявлении, фашизм, нацизм, пока он не побежден, всегда есть угроза повторения, возрождения этих идей. И в этом контексте, конечно же, символично, что основные главари, фактически значительная часть этой хунты карабахской, она сейчас находится за решеткой. Правда, не все. И, насколько я понимаю, Азербайджан, используя все механизмы, будет добиваться, чтобы все, в том числе экс-президент Армении, комфортно, мягко говоря, не жили. И почему-то что-то мне подсказывает, что Азербайджану и это удастся. Почему? Потому что те, кто сейчас, над кем идет суд в Бакинском суде, и те, кто еще пока на свободе, они стали причиной горя и трагедии не только для азербайджанского народа,
ведь они вовлекли в такую же трагедию армянский народ. И мы видим, что особенно, как бы это странно ни казалось, после 44-дневной войны и дальнейших событий, ну, я постоянно встречаюсь с армянской стороной, все больше людей с армянской стороны, ну, те, с кем я встречаюсь, интеллигенция, журналисты, ученые, дипломаты, различные категории, да, в основном люди интеллектуального труда, идет переосмысление. Да, идет переосмысление, понимание того, с чего начали и к чему пришли. Да? И я думаю, Бакинский вот этот суд над теми, кто доставлен и сейчас дает показания, кстати, очень интересные показания они дают, да? Он станет уроком, хорошим уроком для тех, кто будет пытаться, не дай бог, в будущем использовать свой народ, я имею в виду армянский народ, который раз уже за последние, можно вспомнить, и 20 век, и 19 век, каждый раз идет вот это хождение по мукам, да, или по граблям, кому как удобно. Да. И, к сожалению, пока что мы не видим, чтобы из этого заколдованного круга был выход. Впервые вот такой процесс, и хочется надеяться, то есть за 100 с лишним лет, впервые. Хотя можно вспомнить процесс, который был в Санкт-Петербурге в 1911 году над дашнакскими главарями, около 800 человек тогда проходило, тех, кто спровоцировали, когда называлась это армяно-татарская резня на Кавказе, 1905 год, которая очень серьезно повлияла и нанесла огромный урон тогда и царской империи. Но, к сожалению, этот процесс не был полностью завершен, и даже многие из этих людей были помилованы. Очень интересно, что основным адвокатом дашнаков был Керенский, который затем запомнился в период буржуазной революции. Поэтому я опять-таки считаю, что то, что сейчас в Баку происходит, тем более мы стараемся привлечь, обратите внимание, у того же Рубена Варданяна и у других, сторона защиты, адвокаты, это иностранные специалисты, зарубежные, это не азербайджанцы. Да? То есть у нас нет цели засудить кого-то. Мы хотим, чтобы это было публично, чтобы публично эти люди, как оно и началось, сейчас уже обвиняют друг друга. Понимаете, они дают, благодаря их показаниям, удалось обнаружить новые братские могилы захоронения ходжалинцев. И не только по кейсу, связанному с Ходжалы, такой же страшный геноцид был в Гарадаглы, село Гарадаглы. Просто там удалось избежать таких жертв благодаря тому, что, проведя небольшую войсковую операцию, тогда и армии у нас не было, тоже 92 год, 14-17 февраля 92 года, фактически за неделю до Ходжалы, когда те же силы карательные, которые в Ходжалы совершили геноцид, они сперва совершили его в Гарадаглы. Но тут удалось вывести 900 с лишним женщин и детей. Да, понимаете, удалось избежать трагедии большой, но все равно те, кто 100 с лишним там людей оборонялись, простых сельчан, они потом были или убиты, или казнены, то есть это тоже отдельный кейс. К чему я веду? Сейчас все эти преступники, они, спасая свои никчемные жизни, да, дают очень ценную информацию, называют определенные эпизоды, о которых мы не знали или догадывались, называют имена высокопоставленных, в том числе армянских деятелей, которые сейчас во свободе гуляют. Поэтому нельзя переоценить важность не только для Азербайджана, а в целом для наказания любых поползновений, да, фашизма или нацизма в мире. К сожалению, как вы верно отметили, ни мировое сообщество, ни международные организации в силу некоторой предвзятости и даже солидарности, да, не с нами, а с той стороной, которая осуществляла эти преступления, они не проявляют должного внимания этому событию. Более того, Рубена Варданяна напрямую поддерживало руководство USAID, которое в Азербайджане закрыли, а сейчас Трамп ее запретил. Та самая Саманта Пауэр, да, в которой есть тоже определенная информация у нас, не только коррупционные схемы с Рубеном Варданяном, но и более такие романтичные, извиняюсь, связи. Много чего всплывает сейчас, и все эти ниточки многие ведут в направлении, в том числе Запада. Да? И как верно Гея отметил, приход Трампа, он давно прогнозировался. И руководство Азербайджана открыто говорили, что придет Трамп. Это многое меняет, но
То, что касается международной повестки, это отдельная тема, я поэтому не углубляюсь. То, что касается событий, связанных с Ходжалы и судебным процессом, я думаю, что это будет символическое завершение всех тех бед, трагедий, невзгод, которые претерпел и азербайджанский народ, и те, кто понесли потери такие, и Ходжалы, и других. Я вас уверяю, десятки таких актов есть. Геноцида на территории Азербайджана. Просто Ходжалы самый из них страшный и масштабный. На территории Азербайджана в период Карабахского конфликта совершено около 1000 терактов. Самый большой теракт на метрополитене в книге рекордов Гиннесса, в кавычках, если это можно рекордом назвать, это теракт в Бакинском метро и так далее. Поэтому весьма логично, что эти преступления не имеют срока давности. Я не сомневаюсь, что Азербайджан будет использовать опыт и зарубежный опыт для того, чтобы достичь справедливости, и чтобы все, кто причастны к этому, не обязательно участвовали напрямую, но финансировали. Вот кейс Рубена Варданяна связан именно с тем, что он финансировал, чтобы все причастные понесли свое наказание. Спасибо большое. Ну вот Резван уже сказал, что очень интересные показания, и там в том числе некоторые подсудимые обвиняют во всем советскую власть, говорят, что они тоже жертвы, и что вот в итоге вот геи, как вам кажется? Ну, по поводу обвинений советской власти, это уже, давайте на их совести пускай останется. Вот, не готов это комментировать, это надо познакомиться, в чем конкретно они там обвиняют советскую власть. В общем, само существование Нагорно-Карабахской автономии, в общем, было произведение советского строя. Вот, ну, как образование, я имею в виду такого. Вот. Что касается судебного процесса, это важная очень вещь. Здесь есть две стороны, и их надо четко разделять абсолютно. С одной стороны, ну, это то, о чем вот Резван говорил, я во многом согласен, это важно для Азербайджана, это важно для того, чтобы юридически, да, все было оформлено. Вообще сам факт, что не было никаких внесудебных расправ над теми людьми, кого Азербайджан и в том числе и азербайджанские войска, да, военные считали террористами и преступниками, никаких внесудебных расправ не было. Нет ни одного значимого, да, там имени, которое было известно, который бы там погиб или был там даже ранен или как-то что-то против него. Там. Все были задержаны согласно процессуальному, да, там, кодексу, там защищены их права, есть адвокаты и так далее. Идет судебный процесс. Вот. И это достижение, учитывая ту ситуацию, в которой это происходило, да, и ожидание цивилизованного общества, что вот сейчас там будут резня там, и так далее, ничего подобного не произошло. Это факт. Вот. И он играет, конечно, на руку Баку. Но надо понимать, что этот процесс в зависимости от политических целей, да, и конъюнктуры, которая будет складываться, различные стороны будут использовать в качестве аргумента для каких-то споров или давления на Азербайджан и так далее. Это неминуемо. Да, это будут делать через какие-нибудь гуманитарные миссии, через НКО, НПО, там, общественные организации, значит, там, Human Rights Watch там, и так далее. То есть просто так оценивать, вот здесь надо быть просто реалистами. Да, никто не скажет, там, не посмотрит на уголовное дело, да, там разберется и скажет, вот здесь нарушение, а вот здесь нет, а вот здесь правильно все сделали. Этого не будет. В зависимости от политической конъюнктуры, их воззрений и симпатий, они будут либо защищать, либо соглашаться с этим. Мне кажется, что здесь в данном случае, если встать на сторону точки зрения Баку, они должны делать то, что считают нужным. Да, соблюдая все законы процессуальные, там это, да, пытаясь, понятно, и освещать то, что происходит, и показывать там, тем, кто хоть как-то хочет на то посмотреть, да, что действительно произошло и в чем обвиняют этих людей, и почему они получили такое, а не другое наказание.
Вот и все. А все эти воззвания к человечности, значит, к человеколюбию, попытки сделать из тех, кто сейчас, кого судят, значит, такими борцами за идею и страдальцами и так далее, они все равно будут. Просто исходя из того, одни будут говорить, что они террористы и преступники, другие, что они борцы за независимость и там романтики. Поэтому, ну, если уж простите за такую несколько циничную, наверное, точку зрения, но это то, что будет. Спасибо большое. Ну и на прошлой неделе Министерство юстиции Армении заявило, что в течение года будет написан новый текст Конституции Армении. Я напомню, что у Азербайджана это главное условие подписания мирного договора, так как в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану до сих пор. И вот Министерство юстиции Армении заявило, что новый текст будет. Однако в пресс-релизе, который был напечатан, написано, что там будет касаться изменений, ну, там, уточнений прав человека, какие-то будут новые внесены, разграничения полномочий госструктур. Про преамбулу ничего не было сказано, но мы можем предполагать, что в том числе и преамбула будет изменена. Просто, конечно же, армянским властям невыгодно заявлять о том, что да, мы решили пойти на уступки Азербайджану. Резван, как вам кажется, тогда нам ждать мирного договора, получается, не раньше, чем через год? Ну, там еще референдум будет, поэтому не скоро, в общем. Ну, я сейчас вам могу приоткрыть некую завесу, поскольку участвовал и в трек-2 подготовки обсуждения с армянской стороной тех документов в течение 2 с лишним лет. И вот эта дискуссия, встречи наши прекратились в сентябре прошлого года по причинам того, что дискуссия вот по этой теме Конституции зашла в тупик, поскольку армянская сторона, ну там несколько пунктов, в том числе, раз вы спрашиваете, этот пункт в тупик, поскольку армянская сторона сказала, что для них это сложно, что это повлияет на внутриполитическую ситуацию в Армении неоднозначно, усилит позиции тех, кто выступает против Пашиняна. Ну, а это они говорят, это же вас не устраивает, то есть нам. Хотя, как говорится, мы не вмешиваемся в чьи-то дела. И тогда была сказана такая, дедлайн такой, дата была сказана, что конец 2025 года – это когда Армения начнет готовиться к референдуму, а 2026 то ли декабрь 25, то ли они сказали начало 26 года. Ну, вроде по графику идут. Да, эта цифра была озвучена в прошлом году. Но я не думаю, что все будет гладко. Хотя здесь есть несколько факторов, которые ускоряют данный процесс. Это смена власти, опять-таки, в США, потому что, как бы мы ни выходили, мы вынуждены все время выходить за рамки региональной повестки, ибо за последние 4 года после, даже более 4 лет, после 44-дневной войны, все шансы позитивные, какие были у Еревана, они их упустили. Сравните, какая ситуация стартовая была после трехстороннего заявления договоренности, да, 2020-го, подкрепленных в январе 2021 году в Москве трехсторонне. Стартовая ситуация для карабахских армян какая тогда была, со всеми условиями, возможностями. Извиняюсь, какие, то есть рычаги были у армянской стороны давления на Азербайджан. И с чем они остались сейчас, спустя 4 с лишним года. Почему? Потому что постоянно Ереван слушал советы внешних игроков. Не то, что нужно Армении как государству, и то, что исходит из ее интересов. А нам они не доверяли, хотя мы говорили одну простую вещь, что эта аксиома, она действует для любой страны, у которой есть соседи, особенно если она окружена фактически одним и тем же народом. То есть мы эту аксиому объясняли, что армянское государство, Армянская республика, если посмотреть этническую карту, не только карту соседей, она плотным кольцом практически окружена азербайджанцами. Почему? На территории Турции Карс-Ихдыр – это в основном Азербайджан населенный регион. Территория Ирана, наверное, вы тоже знаете, именно та, которая в том числе соприкасается с Арменией, тоже азербайджанцы. Карабах сейчас тоже азербайджанцы. Территория Грузии Кремо-Картли, опять-таки по северной границе Армении с Грузией, в основном населена азербайджанцами. И в такой ситуации, при этом имея по соседству Азербайджан как врага, как они называют, и Турцию,
вторую армию НАТО, как врага, 90 с лишним миллионов населения. Это невозможные базовые данные, при которых может существовать государство. Если оно объявляет такую доктрину, да, то оно объявляет себе смертный приговор. И единственным условием выживания такого государства является внешняя поддержка. Да? Других вариантов не дано. И, значит, когда проседает внешняя поддержка, это государство может просто исчезнуть с политической карты мира. Вот это я вам открыто. То, что мы с ними говорили, я и вам передаю. Они говорили, что есть много препятствий, поскольку и общество не понимает, мол, власти понимают эти реалии, но общество не совсем. Значит, получается, что армянское государство оказалось заложником той самой политики, да, ненавистнической к Турции, к Азербайджану. Как они будут из нее исходить? Как они проведут референдум? Ведь в референдуме проблема не только в преамбуле. Да, мы знаем, там преамбула ссылается на акт о независимости. Они, я насколько понимаю, сделают что? Ссылка на акт независимости в преамбуле может быть убрана. Да, то есть вся проблема в том, что в самом акте о независимости Армянской республики указывается термин «неацум», «аншлюз», то есть с Карабахом, да, с карабахскими армянами. Более того, претензии на Турцию, на турецкие земли, значит, не на азербайджанские, и на турецкие. Но есть еще один пункт, что Армения является гарантом безопасности и процветания Нагорно-Карабахской республики. Да, то есть мы видим, что это целый букет юридических всяких загвоздок. И это уже, конечно, личное дело армянского народа, государства, их конституционного суда и профильных структур, да, как они будут решать эту дилемму. Но я опять-таки повторяю, что дедлайн поджимает, и с приходом Трампа ситуация еще более кардинально негативно, то не изменилась для Армении. Я даже добавлю такую небольшую маленькую информацию. Буквально несколько недель назад один из влиятельнейших американских think-танков, то есть аналитических центров, который создавался при Рейгане, это консервативный Heritage Foundation, то есть в основном там консерваторы, республиканцы правого толка, они опубликовали огромный отчет на 960 страниц, мандат на управление, ну, так и переводится, 2025 год. И касательно нашего региона, там четко говорится, что относительно Армении, что максимум, что могут США сделать для Армении, это оказать некую логистическую финансовую помощь. Никакой военно-политической помощи США не намерены оказывать Армении как государству. Ну, там есть то, что связано с Азербайджаном, с Грузией и так далее, но нам важен именно этот момент, поскольку мы сейчас об этом говорим. А значит, то есть, поскольку все-таки этот аналитический центр, он в основном как бы поставляет информацию и дорожную карту для нынешних властей, которые в США, становится ясно, что США не будет интереса обеспечивать безопасность, тем более, если мы видим, для Европы США не собираются обеспечивать тот уровень безопасности, который был. Ну а что говорить о Армении и других отдаленных странах? А значит, у Армении сжимается и время, и остается один единственный шанс объяснить своему народу простую вещь, что если не будет примирения с Турцией, с Азербайджаном, само существование Армении как государства на Южном Кавказе окажется под большим вопросом. Спасибо большое. Ну, у правительства Армении действительно очень сложная ситуация, потому что в следующем году парламентские выборы, а Республика Армения – парламентская республика, и, конечно, ситуация прям очень неоднозначная. Ну, как... Ой, скорее она однозначная, я бы сказал, что да, действительно, ну, мне очень мало что есть добавить к словам Резвана в данном случае. Ну, понимаете, географию изменить нельзя. Это судьба. Вот. Я всегда говорил, что на то оно и геополитика, потому что она исходит еще и в том числе не только гео как земля, но еще и география. Да, и прежде чем строить какие-то планы по вступлению в ЕС там, или еще что-то, ну неплохо было бы посмотреть на то, где расположена страна, с кем она граничит и так далее. Это, вот, ну, к сожалению, наверное, для наших армянских друзей это так. И надо исходить из этих реалий. Да, недаром вот сейчас грузинское правительство, если мы уж про регион говорим, ведь они сейчас просто, у них такой
бал откровений, да, просто они, когда вот приходят новости, да, там, о USAID, да, о ее деятельности в Грузии, там, и вообще в регионе и так далее. И вот, пожалуйста, американские источники открываются, и правящая партия говорит: вот посмотрите, мы же вам говорили, что это делалось за деньги. Вот, пожалуйста, вам подтверждают, не мы, не российская пропаганда или там китайская. Нет, это американцы говорят сами, что было там вкачано более 40 миллионов в партию Зурабишвили буквально за 2 года, да, на вот эти выборы парламентские. И так далее, и так далее. Да, вот вся работа эта подрывная, заявление о том и давление на Грузию, чтобы она ввела санкции против России, чтобы она поставляла оружие и добровольцев на фронт и так далее. Все оказалось правдой. И я еще раз говорю, это говорят не какие-то там пропагандисты, это говорят Соединенные Штаты Америки. Вот. И здесь нужно четко понимать интересы своей страны и своих граждан. Да, к сожалению, на протяжении десятилетий, а может даже и, можно сказать, больше, в общественном сознании, да, там, тех же граждан Армении или этнических армян, вот это вот вдалбливалось и насаждалось все время. Да, безусловно, под этим были исторические процессы определенные. Но, понимаете, нельзя все время жить повернутой, идти вперед с повернутой головой назад. Это невозможно. Ты обязательно споткнешься и упадешь. Надо оставлять какие-то исторические обиды. Там. Это не значит, что надо забыть, допустим, людей, которые погибли, или своих каких-то героев, которых вы считаете. Нет. Но надо уметь находить компромиссы, тем более небольшим странам. Надо уметь договариваться, тем более с соседями, тем более на Кавказе. Вот, поэтому, вы знаете, вот хороший пример. Огромная страна, великая страна, Соединенные Штаты Америки. Гегемон, который на протяжении 30 с лишним лет фактически единолично руководил процессами, которые происходили в мире, да, ну, во многом. Не было стран, которые не могли не считаться с мнением Соединенных Штатов Америки. Но ничего их не остановило перед тем, что перед пониманием, что нужно что-то менять в своей политике. И вот приходит новый президент и говорит: нет, теперь это будет вот так, а не так. Да, мой предшественник говорил это, но это было неправда. Он ошибался. Значит, ошибались руководство Соединенных Штатов. Сейчас мы этим исправлять будем ошибки. Ничего. Ничего страшного, видите, не взорвалось ничего, там революции не произошло. Нет, все нормально, да. Кардинально поменялось, ну пока на словах в основном, но даже на словах. Почему в маленькой Армении руководство не может выйти и сказать гражданам, откровенно сказать: давайте разберемся. Какая альтернатива мирному соглашению этому? Война? Вы готовы воевать? Вы правда готовы вот в сложившейся геополитической ситуации, даже если цинично к этому подойти? Ну, уже сказали, здесь 10-миллионный Азербайджан, здесь 90-миллионная Турция, азербайджанцы, которые действительно проживают на территории Грузии и так далее, и все это окружение. Единственная дорога через Грузию, которая из 366 дней 150, по-моему, закрыта из-за снега там и так далее. Вот уже вроде февраль, скоро март, а в Грузии 4 дня идет снег, и закрыты все перевалы. И все. И страна отрезана от внешнего мира. Но есть еще иранский. Но Иран тоже так себе пока, во всяком случае, такой. Ну как в этом окружении и в этой геополитической ситуации находиться в смертельной вот такой конфронтации? Когда говорят, нет, мира не будет. Особенно после проигранной войны. Понимаете, это все равно, для того, чтобы что-то построить, нужно признать реалии. Ну, невозможно жить по принципу, знаете, что говорят, что был анекдот, кого куда из кавказцев надо ставить на футбольном поле. Так вот, говорит, армянина надо поставить на ворота, потому что даже если гол забьешь, ты ему не докажешь, что ты забил гол. Но по этому принципу же нельзя вести политику, это неправильно. Я не хочу, чтобы на меня обижались представители армянского народа, да, там, у меня хорошие отношения, есть и друзья. Но есть какие-то реалии, с которыми нужно действительно просто смириться и их принять и идти дальше.
Спасибо огромное за интересную беседу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Ризван, спасибо вам большое. Благодарю вас и наших терпеливых зрителей. Надеюсь, было и вам, и им тоже интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания.